Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я решила поэкспериментировать и окрасить яйца разными природными красителями. Посмотрите, сколько вариантов получилось. Первый краситель, который я решила использовать, это черный чай. Насыпаем в емкость полпачки листового чая, примерно 50 грамм, и заливаем водой так, чтобы покрыть яйца. Мне достаточно 600 мл воды. Добавляем столовую ложку уксуса для того, чтобы яйца лучше окрашивались и сохраняли цвет. После закипания варим на самом медленном огне примерно 20-30 минут, в зависимости от того, насколько насыщенный цвет мы хотим получить. Яйца предварительно я вымыла с содой и оттерла все надписи. Для окрашивания берем белые яйца, так как на них лучше ложится цвет, чем на коричневые. Если яйца получаются слишком светлыми, то после выключения огня их можно еще оставить на некоторое время в чайном растворе. Посмотрите, получились такие коричневые яйца. Теперь для окрашивания возьмем зеленый чай. Также беру примерно 50 грамм листового чая, заливаю водой и добавляю уксус. Кстати, соль, чтобы яйца не трескались, я не добавляю. Просто желательно использовать яйца и воду одной температуры. Если яйца из холодильника, то я заливаю их холодной водой. Еще важно, чтобы после закипания вода сильно не бурлила, тогда скорлупа останется целой. Посмотрите, у меня получился такой серо-зеленый оттенок. Следующий вариант – это кофе. Я взяла обычный растворимый, примерно 5 чайных ложек с горкой, также на 600 мл воды. Добавляем столовую ложку уксуса и варим на медленном огне 20-30 минут после закипания. У меня на канале есть наш семейный рецепт куличей и рецепты творожной пасхи. Ссылочки оставлю в описании под этим видео. Я держала яйца примерно полчаса. Как видите, у меня получился такой кофейный оттенок. Далее я взяла молодые веточки тополя. Важно, чтобы почки были еще не распустившимися. Нарезаем ветки на небольшие кусочки и также с уксусом варим яйца. Честно скажу, в тополиных веточках яйца я варила долго, так как цвет получается слишком бледный. Конечно, может быть, у меня какие-то неправильные веточки, не знаю. Получились яйца такого серого цвета. Следующий эксперимент – это окрашивание свеклой. Для этого свежую свеклу натираем на крупной терке. Я взяла 2 небольшие. Заливаем ее водой, добавляем уксус и снова отвариваем яйца. Готовые яйца я сначала выкладываю на бумажное полотенце. Кстати, на горячей скорлупе краска неустойчива, поэтому аккуратно убираем частички свеклы или другого красителя. У меня получился такой кирпичный оттенок. Для получения желтого цвета я взяла куркуму, примерно 20 грамм. И сварить я решила не 2, а 3 яйца. Позже вы узнаете почему. Уксус я добавлять не стала, и через 20 минут у меня получились такие желтые яйца. Следующий, наверное, самый распространенный способ – это окрашивание луковой шелухой. Это единственный вариант, для которого я использую коричневые яйца. Через 20-30 минут получается такой яркий насыщенный цвет. Еще один способ – это окрашивание чаем каркаде. Я взяла примерно 50 грамм чая. Самое интересное, что после варки в чайном растворе яйца на вид остаются бледными. Но когда их вытаскиваешь, то по мере высыхания они становятся такого фиолетового цвета. Повторюсь, что для более насыщенного оттенка яйца можно просто оставить в красящем растворе еще на некоторое время. Также есть маленький лайфхак. Помните, я сварила 3 желтых яйца? Так вот, если желтое яйцо пару минут подержать в растворе чая каркаде, то получится такой оливковый цвет. Этот оттенок тоже проявляется только после того, когда вытаскиваешь яйцо из чайного раствора. Таким образом, я показала 9 вариантов окрашивания яиц на Пасху натуральными красителями. Чтобы яйца стали блестящими, протираем их растительным маслом. Если вам понравились такие варианты, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!